Друзья, всем привет! Сегодня начинается долгожданный влог. Мы едем в Италию на итальянскую свадьбу и обязательно вам все покажу. Мы сейчас будем бежать на поезд и потом на самолет. Вот такой вот у меня аутфит. И все, будем бежать. Я сделаю такой небольшой макияжик. Сегодня прекрасная погода, и уже 9 утра. Мы уже в поезде, отдыхаем. На самом деле сегодня я себя странно немного чувствую. Мы немножко позавтракали и уже через час будем в аэропорту. Там я очень хочу выпить кофе и будем уже лететь в Италию. Ребята, пока молодой человек решил сходить в туалет, и хочу вам показать, что мы вообще взяли и сколько это стоит. Потому что вот когда я раньше не жила в Швейцарии, мне было бы очень интересно. Например, я взяла себе кофе Starbucks, это самая дешевая опция кофе, которая вообще возможна, стоит 2 евро 15. Молодой человек взял себе протеиновый шейк. Насчет цены, не уверена, около 3 франков. Также мы решили прикусить. Я взяла для себя вот такой вот пирог. Мини-пирог, на самом деле, с яблоком и с клубникой. И стоит он 4 франка. На самом деле так, достаточно нормально. Вот. И еще мы взяли вот такие вот бублики. Этот с говядиной. И он стоит у нас, если не ошибаюсь, 7 франков. 7 франков один, и он такой достаточно небольшой, и второй с лососем, и цена, кстати, такая же самая, 6,90, собственно. Все вместе, я не знаю, сколько это вышло, но вот так, нормально, кстати, чуть перекусил там-то, и уже как бы 100 евро вышло, поэтому бюджет рассчитывать точно надо, если вы едете в Швейцарию. Но вот мы сейчас приедем в Италию, и меня это радует. И, кстати, этот сэндвич такой холодный. Там были горячие опции, но я выбрала именно этот. Он такой был плюс-минус норм. Внутри вот такая вот нарезка какая-то из говядины. И немного салата добавили, и какого-то соуса. Пока что вообще не чувствую. Еще, кстати, внутри вижу много какого-то сыра. Стретч-читала, вероятно. С лососем, там огурчик и творожный сыр. На самом деле я небольшой фанат таких холодных кофе, но учитывая, что в аэропорту, тем более в швейцарском, он-то выйдет в копеечку, там 7 франков за капучино точно будет, а мне нет настроения переплачивать, так как мы все равно через 2-3 часа будем в Италии, где можно будет купить немножко подешевле, поэтому удовольствуюсь Старбаксом. Вы представляете, все мои вещи, сумочку, рюкзак полностью распотрошили, и вообще никогда такого практически не было. Вот, потому что у меня, оказывается, было слишком много жидкости в моей ручной кладе. А так нельзя. И оказывается, можно только 1 литр в общей сложности. А у меня и крема, и мицеллярная вода, и все, что можно. И в итоге моя мицеллярная вода была немножко больше, чем 100 миллилитров. Поэтому ее выкинули. Мы прошли контроль. Сегодня такая красивая погода, невероятная. Ой, такая вот хорошая погода. Наверное, в самолете я сделаю какую-то прическу, потому что волосы прям очень сильно путаются. Безумно путаются. И мы прошли контроль успешно, очень быстро. Я этому очень рада. Друзья, мы прилетели уже в Италию. Так интересно, что мы прилетели в аэропорт Салерно, первый раз в нем, и там практически не ходят автобусы, поэтому мы посмотрели, как доехать до нашей резиденции, и так оказалось, что через 20 минут, вот 20 минут пешком надо будет пройти, но по жаре, поэтому мы решили пройтись, и по дороге остановилась машина, чтобы нас довезти, полицейский нас довез, безумно приятно, такая жара, и сейчас мы уже возле автобусной остановки, ждать нам 30 минут, поэтому мы решили выпить кофе, и мы идем пить кофе, поэтому вот так вот. Так, девочки, уже прошло 30 минут, мы отлично посидели в одной кафешке, я даже не снимала, потому что такая семейная атмосфера была.
Мы выпили сначала кофе, невероятная жара, кондиционеры не справляются. Мы выпили также пиво, безумно холодное, нас стало намного легче. Вот. Хотела поделиться впечатлениями. Я почему-то с последней поездки в Сицилию решила, что мне не особо как-то близка вообще культура такая итальянская. Оказывается, вот здесь мы только приехали, а уже люди безумно дружелюбные, близкие. Вот они тебя не знают, они знают, что ты турист, и они не пытаются тебя обмануть. Друзья, мы ищем пока что место. Ой, все, мы нашли. Мы останавливаемся вот в этом месте. Здесь достаточно уютный такой дворик, и вообще все в пальмах. Поэтому замечательно. Сейчас я вам покажу вообще, как все выглядит. Сейчас безумно жарко, я очень хочу в холод, в тенек. Вот, мы наконец-то доехали. Покажу вам, где мы вообще останавливаемся. Так вот. Ну, пока что приятное впечатление, потому что здесь такие милые домики, машинки неплохие. И вот такой вот милый дворик с пальмами. Замечательно. Вам вообще интересно? Пишите в комментариях такие вот отпуска, когда я куда-нибудь езжу. Потому что я знаю, что вам интересна жизнь в Швейцарии. А вот когда я уезжаю в Италию, например, это немножко другая история. Вот так вот у нас. Сейчас вам покажу, где мы останавливаемся. Первое, что включим свет. Вот такая вот у нас уютная комнатка-квартирка. Сейчас вам покажу себя. Вот так вот. Так, ну вообще очень мило, все так просторненько. У нас есть кухня, что безумно важно. Мы не хотели брать отель именно по причине того, что нам нужна кухня. Вот. Так, покажу вам ванную. Вообще очень мило, что все такое зеленое, темно-зеленое, изумрудное. Так, туалет, биде, вот такая вот душик. Мне нравится то, что он закрывается немножко. Очень классно, что здесь большая, просторная. Зеркало — это самое важное, потому что я буду так собираться и... Ладно, у нас самый обычный фен. Это немного, ну, нехорошо или хорошо. Посмотрим, насколько он будет хороший. Так, у нас тут... жарища. Все, вот так вот у нас выглядит номер, в общем. Нам водичка. Что у нас такое интересное есть? Холодильник. И все. И полотенчики. Очень приятно. Так, и просторный достаточно. Так, все, супер. Все, будем отдыхать. И вернусь к вам. Камера, кстати, разрядилась, поэтому я на телефон снимаю. Вот так вот. Мы сейчас решили пойти за продуктами. На самом деле, очень здесь мило. Мне очень понравилось. Кстати, узнала цену для вас. 3 дня пожить в этом Airbnb стоит 400 евро. Вот такие вот расценки. Пока что так, поэтому идем покупать продукт. Я очень-очень рада, что вообще мы взяли Airbnb и мы сможем готовить, потому что в прошлый раз, когда мы не готовили и кушали в каких-то кафе и ресторанах, у меня очень сильно надорвался желудок, поэтому сейчас мы очень сильно следим за этим. У меня такой летний аутфит сегодня. Наконец-то я могу быть в шортах, и на самом деле здесь прям атмосфера такая приятная, спокойная. Мы живем в очень спокойном районе, и мне это очень сильно нравится, в таком комфортном, знаете, потому что в прошлый раз, когда мы в Сицилии были, было не так. Очень мило. Я взяла попробовать вот такую вот канолу с желтым кремом, моим любимым. И пока что молодой человек пошел заказывать нам кофе, и я возьму себе наконец-то итальянский капучино. Вот такая вот штучка, безумно приятная. Ты знаешь, как у нас булочка сдобная с безумно вкусным кремом. Это мой самый любимый крем. Очень интересно. Рекомендую. Я бы поставила 10 из 10, на самом деле. Очень вкусная штучка. Нигде, кстати, не видела такие. Это обычная, знаете, канола сицилийская есть. Она такая твердая, с каким-то кремом белым. А это желтый крем, безумно мне нравится. И еще в такой вот сдобной булочке маленькой. Мой кофе. Такая вот
картинка. Итак, это продукты, которые мы купили на 75 франков. Ой, евро. Я сейчас покажу вам моцарелла ди буффало. Если что, мы закупились на 3 денечка. Вот так вот много. Молодой человек у меня кушает много протеина, поэтому купили очень много яиц. Вот такое вот мясо разное. Сейчас, наверное, буду готовить бургеры, поэтому взяли булочки для бургеров. Я взяла для себя вот такую масочку. Также у меня забрали мицеллярку, поэтому взяла вот такую вот мицеллярочку. Молодой человек себе вот такие вот купил. Не знаю, вот это, кстати, это наше, поэтому мы не покупали это. Взяли гель для душа Dove, такие вот овощи, огурцы, такую вот пасту захотели взять. Молодой человек взял, купил протеин. Ну, мы будем еще, это не на только 3 дня. Хлебушек, томатная паста. Вот такой вот, что это такое? Это рагу песто, правильно? Тоже для пасты. Мы взяли 2 авокадо, вот так вот, 650 грамм. Kiwi Gold, очень классный ресурс витамина С. Взяла дыню, обожаю дыни. 2 творога, вот такие вот, кстати, они в Италии продаются. Взяла 4 томата и, в принципе, все. Поэтому сейчас буду готовить. Что буду готовить? Это будут бургеры. Поэтому посмотрим. Молодой человек пошел еще в магазин покупать воду. А я пока что буду готовить. Девочки, возвращаюсь к вам. Я уже сделала вот такую вот прическу. Кстати, такой у меня лайфхак, наверное, вы тоже этим пользуетесь. Я помыла вот этот участок головы, так как я надевала постоянно кепку. Так, свет вот так немного получше. И сделала, собственно говоря, вот такую вот укладочку, очень быструю. Сейчас делаю макияжик, очень быстрый тоже. И хотела с вами поделиться немножко, какой макияжик я собираюсь сделать. Смотрите, супер быстрый, так как мы сегодня пойдем куда-нибудь на аперитив или что-то такое. Надеюсь, меня хорошо слышно. Смотрите, первое, что я наношу, у меня зеленая база. Так как у меня есть небольшие покраснения, я бы хотела еще и увлажнить вдобавок кожу. Она у меня уже увлажнена. Кремушек, какой я пользуюсь, у меня обычный CeraVe вот такой крем и CeraVe для глаз. Очень хороший крем, хоть он недорогой, и на самом деле такая простая формула, но мне безумно нравится, поэтому я очень сильно рекомендую. Я нашла еще один источник света, хотела показать и поделиться с вами самым любимым моим кремом, тональным кремом. Я разные пробовала, особенно летом, которые с SPF, которые легкие, BB-кремы. Не знаю, мне почему-то не заходит вот такой вот крем. Я его зимой купила, поэтому он достаточно плотный. Но я в обычной жизни повседневно не пользуюсь тональным кремом. А когда у меня какой-то вечер на выход, вот, намочила слегка, я аккуратненько растушевываю этот тональный крем. Главное мне, чтобы он немножечко прикрыл мои покраснения. Так, поделюсь с вами, как выглядит моя кожа. Здесь, конечно, не идеальный свет, с этой укладочкой всегда как-то очень странно так выглядит все, но мне очень нравится, какой финиш, такой приятный, не супер плотный, так как я не наносила очень много продукта. Мой любимый консилер, к чему я пришла, что это мой самый любимый консилер, это Full Coverage Dark Circle с Kiko Milano. Обожаю его в оттеночке 17, очень классный консилер. Я все-таки последний раз, когда была в Милане, мне кажется, это было 2 недели назад, кстати. И представляете, что я решила проэкспериментировать и купить другой консилер. Я купила какой-то консилер серого, мне безумно не понравилось, у меня какие-то красные пятна по всему лицу были. Так что именно вот этот классный. Поделюсь с вами, как я вообще ношу консилер. Сначала я ему даю схватиться, поэтому пока он у меня схватывается, я проработаю скулы. У меня вот такая вот, на самом деле, легкая очень схема. Если я хочу легкий макияжик, то я такую делаю, знаете, как бы это назвать? Кружочки рисую такие легенькие. Также можно немножко лобик прорисовать, чуть-чуть. Вот, и я стараюсь делать именно кружочки, как вы видите, поэтому... И сейчас я покажу, как я его растушевываю, но сначала нанесу также... Так, румяшки нанесу. Так, у меня в виде румяшек моя самая любимая помада, которую я наношу только на щечки. И еще могу немножко на носик. Сейчас у меня, конечно, нет настроения, поэтому я вот такие вот кружочки, собственно, и делаю. И после этого у меня есть плоская кисточка. На самом деле она для тональной основы. Вот такая вот кисточка. Я прорабатываю вот такими вот движениями свои скулы. Вот у меня
Мне очень нравится именно как выходит таким образом, поэтому сначала я прорабатываю. Я хочу расчесать свои бровки, и сегодня я бы хотела их просто слегка оформить. У меня новый карандашик, сейчас я вам покажу. Вот такой вот самый простой карандаш от Catrice, очень хороший. И смысл в том, что я просто слегка прорабатываю форму и делаю конец более четкий, так как у меня конца достаточно нету. И также мне нравится делать вот такую вот немножечко изогнутую форму. И, в принципе, на этом все, поэтому делаю вторую сейчас бровь. Так, с бровки я оформила, смотрите. И теперь я этой же кисточкой, я ее, кстати, немножечко, как это правильно сказать, я ее протерла, поэтому той же самой кисточкой, девочки. Желательно, конечно, если у вас такая же кисть, можно чистой, но у меня плюс-минус чистая кисть. Я теперь растушевываю консилер, и вот смотрите, хотела показать, вот у меня важный момент, что консилер я также наношу на вот эту часть, на висок, получается, вывожу консилер висок, чтобы у меня такой лифтинг-эффект, мне очень нравится лифтинг-эффект, поэтому вот так вот все растушевываю аккуратненько. И также у меня очень важная зона — это зона на глазах. Тушь у меня самая обычная из Maybelline. И главное, что я прорисовываю верхнее очень-очень активно и желательно в сторону виска. Девочки, я уже безумно довольна своим макияжем. Последнее, что я делаю, я беру карандашки Камилана. У меня в 21 номере вот такой вот у меня уже стерся. Я, главное, сейчас проработаю линию вокруг губ. Я обвела губы, и теперь этот карандаш настолько крутой, что он кремовый, и его можно растушевать. Поэтому растушевываем. Вот такой эффектик у меня получился. Девочки, и завершающий продукт у меня помада Chanel Rouge Coco Flash номер 90. Вот такая вот у меня помадка. Очень классная, супер натуральная. Она на каждый день, повседневно. Мне это безумно нравится, потому что я очень хотела себе повседневную помаду. Вот так вот она невероятно натурально выглядит, безумно красиво. Девочки, сейчас сниму свою укладку и покажу вам весь образ. Девочки, вот такой у нас final look. Смотрите, как классно вообще закрутились последние прядочки, очень мило это. Представляете, за 20 минут у меня небольшой такой эффект, конечно, он спадет, но главное, что я вообще не использую никаких ни дайсонов, ничего такого, у меня только вот эта одна бигудяшка, и главное, что она мне волосы немножко разровняла и сделает такую небольшую волну. И вообще очень крутой эффект, вот у меня сейчас спадет вот эта кудряшка, которая возле лица, и макияж, в принципе, вот такой вот получился, мне безумно нравится, пишите в комментариях, если вам вообще было полезно и вам понравилось. Девочки, мы сейчас гуляем, решили прогуляться рядом. Вот здесь такое очень интересное место. Мы, на самом деле, прошли где-то 30 минут от нашего места, хотя мы живем возле моря. Вот так вот я сегодня выгляжу. Безумно красивые огни, обожаю, на самом деле, такие вот места. Мы идем на аперитив. Когда прогуливались, смотрите, какая красота, встретили итальянцев, семью. И в итоге они посоветовали, что нам нужно прийти именно сюда, на Пироль. Вот. И также там была безумно милая собачка. Мы сделали очень много фотографий, но без собачки. А собачка меня выбрала, облизала и убежала. Безумно приятно. И теперь хочу собаку. Мы нашли очень милый бар. Вот такой вот, возле моря. И мы, собственно говоря, возле порта. У порта. Но мне безумно жарко, мне очень некомфортно, неприятно. Я надеюсь, здесь будет что-то типа веера, потому что мой веер я забыла в наших апартаментах. Вот так вот, поэтому сейчас соберу волосы и буду заказывать какой-то коктейльчик. Ну, конечно, выгляжу я очень даже. Мы сделали миллион фотографий, пока шли сюда, и тут прям жарища. Вот такая вот здесь красота. Мы нашли очень красивый пляж, и нужно будет сюда сходить утром или днем, потому что сейчас он закрытый, к сожалению. И, кстати, мы сейчас решили все-таки уйти из того бара, там было безумно жарко, и на самом деле это небольшое разочарование, так как
Мы зашли в очень многие бары, и там просто жарко, понимаете, безумно жарко, нету кондиционера, либо если кондиционер, то нам обязательно нужно что-то заказывать покушать. Короче, какая-то дурацкая система. А мы просто ходили на коктейльчики посидеть. И я так поняла, люди здесь привыкли к такой жаре, но я вообще не привыкла, молодой человек тоже, потому что в Швейцарии, конечно же, намного прохладнее и прекрасная погода. И сейчас мы ждем автобус. Здесь намного я себя лучше чувствую. Мы пришли в другой бар, тут какая-то закрытая вечеринка или что-то такое по резервации. Но смотрите, какое же красивое место. Плюс мне нравится очень музыка. И у нас здесь котенок ходит. Сейчас покажу. Очень милый котенок, смотрите, очень милый котенок. Наконец-то не супер жарко, потому что у меня прям начинается какая-то паническая атака, знаете. И здесь есть диджей, поэтому очень приятно. И хоть здесь нету кондиционера, но есть небольшой ветерок и как вот прохладно, знаете. И у нас реально котик здесь прям поселился. Очень милый, маленький такой красивый котик, как леопард. Очень приятненько. Мы взяли по коктейлю. У меня, как всегда, апероль сприц. Вот. Очень мило, в общем. Продолжаем сидеть, отдыхать.